Почему женщина изменяет? Я нашла несколько интригующих исследований, которые могут помочь нам понять этот гормональный фактор, изучая сложную картину человеческих отношений, особенно феномен неверности среди женщин. Мы отправляемся в путешествие по сложному взаимодействию биологии, психологии и общества, фундаментальное влияние которого сосредоточено на гормоне вазопрессине, часто связанном с поведением, связанным с моногамией и связью у разных видов. Интригующее исследование показало, что люди, вовлеченные в измену, имеют более высокие концентрации вазопрессина. Это открытие побуждает нас глубже углубиться в вопрос о том, как этот гормон, наряду с другими, такими как дофамин, влияет на склонность искать эмоциональные и физические связи вне обязательств. Вазопрессин, который иногда называют гормоном рога моногамии, парадоксальным образом играет роль в склонности к неверности, высвобождаясь в моменты удовольствия, например, при комплиментах или волнении нового влечения. По сути, он вознаграждает мозг за поведение, которое приводит к повышению уровня этого гормона. Этот механизм вознаграждения может создать петлю обратной связи, делая непреодолимым желание участвовать в деятельности, которая быстро повышает уровень подавления, что заставляет некоторых искать эти стимулы за пределами своих основных отношений. Аналогичным образом, дофамин, нейромедиатор, который часто называют гормоном хорошего самочувствия, вносит свой вклад в этот сложный сценарий, подпитывая ожидание удовольствия, которое побуждает нас к деятельности, обещающей радость и волнение. Неустанный поиск одобрения, часто коренящийся в глубоко укоренившейся неуверенности или неудовлетворенных эмоциональных потребностях, может привести к тому, что некоторые будут искать внимание за пределами своих основных отношений. Дискуссия о неверности будет неполной без рассмотрения влияния детского опыта и семейной динамики. Наличие или отсутствие фигуры отца, качество родительских отношений и раннее знакомство с определенным поведением могут сформировать у человека понимание любви, преданности и верности. Этот ранний опыт формирует ожидания людей относительно отношений и может повлиять на то, как они преодолевают сложности любви, доверия и предательства во взрослой жизни. В современном цифровом обществе с его постоянным потоком виртуальных взаимодействий лайки и комментарии играют значительную роль в восприятии самооценки и желаний. Платформы социальных сетей становятся ареной проверки, где каждый лайк и комментарий могут повысить самооценку, но также способствуют зависимости от внешней проверки. Этот неустанный поиск одобрения, часто коренящийся в глубоко укоренившейся неуверенности или неудовлетворенных эмоциональных потребностях, может привести к тому, что некоторые будут искать внимание за пределами своих основных отношений, принимая мимолетное восхищение за подлинную связь. Анализ неверности должен также учитывать превращение любви в товар в современном обществе и эрозию ценностей, поддерживающих прочные партнерские отношения. С детства женщин часто бомбардируют противоречивыми сообщениями об их достоинстве, связанными с внешним видом, желанностью и вниманием со стороны противоположного пола. Это внешнее признание становится краеугольным камнем вашей самооценки, создавая зависимость от внешнего восприятия и одобрения, позволяющую чувствовать себя достойным и ценным. Эта потребность может проявляться в непрекращающемся поиске подтверждения за пределами преданных отношений, движимом укоренившимся убеждением, что ценность измеряется привлекательностью для других. Психологические основы неверности глубоко укоренены в воспитании и ранних привязанностях, и те, кто испытал нестабильность, пренебрежение или эмоциональную пустоту в детстве, могут постоянно искать любви и одобрения за пределами серьезных отношений, чтобы заполнить эмоциональные пробелы, оставшиеся с ранних лет. Цифровая эпоха изменила ландшафт отношений и лояльности, предлагая бесконечные возможности для связи и подтверждения. Дофамин, связанный с симпатиями и новыми цифровыми взаимодействиями, создает цифровой кайф, который может вызвать привыкание, заставляя некоторых заниматься эмоциональными или физическими делами в поисках этой стимуляции. Поиск подтверждения может обернуться непрерывным поиском внимания со стороны противоположного пола, часто принося в жертву серьезные отношения. Потребность чувствовать себя желанным, чтобы доказать свою привлекательность, или поиск острых ощущений от нового романа может привести человека к неверности,
не обязательно из злого умысла, а как способ удовлетворения глубоко укоренившейся эмоциональной потребности. Кроме того, решающее значение имеют навыки моделирования проблем и разрешения конфликтов в семье. Это учит ценным навыкам, которые можно применить в романтических отношениях, способствуя эффективному общению и здоровым способам разрешения конфликтов. С другой стороны, среда, в которой конфликта избегают или решают деструктивным образом, может подорвать способность справляться с проблемами в отношениях, что иногда приводит к неверности. Влияние детства и семьи распространяется на развитие безопасного, тревожного, избегающего или дезорганизованного стилей привязанности, которые существенно влияют на то, как люди формируют и поддерживают романтические отношения. Надежная привязанность способствует более здоровым отношениям, в то время как ненадежные стили привязанности могут привести к поведению, которое приводит к неверности, например, к страху эмоциональной близости или склонности к рискованным действиям. Культурные и социальные ожидания в отношении отношений также играют важную роль. В культурах, прославляющих моногамию, неверность часто осуждается жестко, в то время как в более гибких обществах границы верности могут быть более подвижными. Более того, социальные сети и интернет формируют современные отношения, расширяя возможности для общения, но также создавая новые проблемы. Легкость доступа к потенциальным партнерам с помощью цифровых средств создает среду, способствующую неверности, в то время как культура сравнения в социальных сетях может снизить удовлетворенность отношениями. Влияние средств массовой информации, включая фильмы, телевидение и литературу, романтизирует неверность, часто упуская из виду последствия подорванного доверия. Это способствует созданию ситуации, в которой недооценивается серьезность нарушения обязательств. Более того, общественные ожидания относительно гендерных ролей и сексуальности оказывают глубокое влияние на поведение, связанное с верностью. Гендерные стереотипы могут создавать неоправданное давление, приводящее к неудовлетворенности и обидам в отношениях. Устранение культурных и социальных корней неверности требует многогранного подхода, поощрения открытого общения, бросания вызов устаревшим нормам, переоценки ожиданий и продвижения культуры гендерного равенства и уважения. Саморефлексия и личное развитие также необходимы для уменьшения необходимости искать внешнего подтверждения. В заключение отметим, что понимание многогранной природы неверности требует коллективных усилий. Содействие здоровым отношениям предполагает открытое общение, образование, бросание вызов социальным нормам и стремление к личностному росту. Благодаря приверженности, сочувствию и преодолению трудностей пары могут построить устойчивые к неверности, обогащающие и значимые отношения. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте включить уведомления. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо и увидимся в следующий раз.